Всем привет! Популярное масло ГИ или же издавна знакомое нам топленое. Зачем покупать его задорого, если можно запросто приготовить его дома? Этим сегодня и займемся, не переключайтесь! После того, как в моем блоге вышла статья с рецептом приготовления этого масла, многие читатели просили меня снять еще и видео, для того, чтобы наглядно показать процесс, как ведет себя масло на разных стадиях. И я сознательно опускаю здесь момент аюрведической пользы, аюрведического применения этого масла, потому что сама его применяю только с точки зрения кулинарной, то есть бытовой. Почему же стоит использовать топленое масло? Дело в его высокой точке дымления. Чем выше точка, то есть температура дымления масла, тем оно больше подходит для жарки. Вы прекрасно знаете, что если использовать сливочное масло для жарки, то оно начинает довольно быстро гореть, потому что его точка дымления всего 150-160 градусов. Когда же мы в процессе топления масла очищаем от остатков влаги, от остатков белка, то уже топленое масло будет иметь точку дымления порядка 250 градусов. В приготовлении топленого масла, масла ГИ, есть два ключевых момента. Первый момент заключается в том, чтобы использовать только хорошее сливочное масло, качественное сливочное масло, в идеале, если это будет даже домашнее масло. Хорошее масло быстрее вытопится и выход готового продукта будет выше. Второй момент заключается в том, чтобы контролировать температуру приготовления. Обычно я готовлю топленое масло, конечно же, из домашнего. У меня есть доступ к прекрасному сырью, и поэтому я использую его и не заморачиваюсь. Но для съемки видео мне было интересно купить и приготовить топленое масло из магазинного, потому что, во-первых, мне было интересно сравнить процесс приготовления, а также количество отходов и количество уже готового продукта. И, во-вторых, не у каждого человека есть доступ к домашнему хорошему сливочному маслу, и поэтому мне захотелось проверить, есть ли, так сказать, жизнь на Марсе, то есть можно ли закупать магазинное готовое хорошее сливочное масло и получать из него хорошее топленое масло. То есть стоит ли тратить на это время и деньги. Но в целом, если у вас есть доступ к домашнему сливочному маслу, смело используйте его и даже не думайте. Существует несколько методов приготовления такого масла. На водяной бане, в духовке, в мультиварке, на плите. Я использую самый простой для себя способ. Готовлю просто на плите в толстостенной кастрюле. Мне этот способ нравится тем, что не нужно выстраивать какие-то конструкции, привлекать дополнительную технику, дополнительную утварь. И я так лучше всего могу контролировать температуру. У меня есть кухонный термометр, и при помощи него я буду всегда уверена, что масло именно той температуры, которая нужна. Если масло перегреть, то оно уже будет коричневым, так называемое коричневое масло. Его, конечно же, используют в кулинарии, чаще всего для ароматизации кексов, какого-то теста. Но это не будет топленое масло ГИ, оно будет уже иметь орехово-карамельный аромат. Итак, приступим к приготовлению. Первым делом необходимо нарезать масло небольшими кусочками одинакового размера, чтобы они равномерно плавились и масло прогревалось. Размер кусочков около 2 см. У меня тут 500 грамм масла, но чаще всего я топлю килограмм. Отправляйте масло в кастрюлю, она обязательно должна иметь толстое дно и стенки. Установите кастрюлю на самую маленькую конфорку и включите минимальный огонь. Весь процесс будет происходить на таком вот минимальном огне. Подождите, пока масло медленно растопится. Можно немного помочь ему ложкой, помешивая жидкость. Ну вот, масло полностью растопилось, прогрелось и теперь начало тихо закипать. Когда масло закипит, вы увидите, что этот процесс сопровождается появлением белой пенки на поверхности. Это идет процесс активного вытапливания остатков влаги и белка. Эту пенку по мере образования я снимаю шумовкой. Само масло пока мутное.
В какой-то момент пена перестанет образовываться, и вы заметите, что масло стало чуть более прозрачным. В этот момент я включаю термометр и устанавливаю температуру 115 градусов. При такой температуре у меня готово топленое масло, когда я готовлю его из хорошего домашнего сырья. Посмотрим, как будет идти процесс магазинным. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, как звучит масло и как меняется этот звук. Из шумного он становится тише, но звонче и как будто бы журчит. Давайте послушаем. Постепенно масло подошло к отметке в 115 градусов и превысило ее, но было видно, что оно еще не такое прозрачное, как должно быть. Я стала ориентироваться на его внешний вид, так что наблюдайте за маслом. Из мутного оно будет постепенно становиться прозрачнее, кипение утихает. И вот кипение становится совсем тихим, а масло уже совсем прозрачное. Пришло время снимать масло с огня. Этот момент с моим маслом наступил на отметке в 135 градусов. Важно словить его, когда масло уже стало прозрачным, а белковые хлопья на дне все еще светлые и не начали темнеть. Снимите масло с огня и дайте ему немного подостыть. Разлейте масло по банкам, в которых вам будет удобно его хранить. Разливайте через сито, проложенное 4 слоями марли. По мере остывания масло будет мутнеть и твердеть. Вот тут слева масло из холодильника из предыдущей партии, а справа только что приготовленное. Топленое масло может очень долго храниться. В холодильнике, наверное, бессрочно, при комнатной температуре в течение 9-10 месяцев. Но я встречала также в некоторых статьях информацию о том, что масло и при комнатной температуре можно хранить вплоть до 10 лет. Конечно же, проверять я этого не буду. У меня несколько баночек, потому что я готовлю сразу довольно-таки большую порцию масла. И основную часть баночек я храню в холодильнике, достаю одну, потому что просто с ней так удобнее обращаться. Друзья, пускай вам будет вкусно, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, а также напишите в комментариях о том, на каком масле вы предпочитаете готовить и почему.